Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PES. Знаете, после обновления в eFootball остается приятное послевкусие, даже несмотря на тот контент, который мы зачастую получаем. Потому что всякий раз, когда я провожу соответствующие опросы, немногие довольны полученным контентом. Но опять же, это самое приятное послевкусие остается не столько за счет контента, сколько за счет шумихи, которая возрастает вокруг игры, потому что ее на самом деле не хватает. И все мы вспоминаем про eFootball именно в период обновлений. И оно вполне неудивительно, что после недавнего обновления мы думаем уже о следующих апдейтах с будущим контентом. О чем я предлагаю поговорить в рамках сегодняшнего ролика. Что нам стоит ожидать eFootball со следующими обновлениями. По традиции, не забывайте поддерживать это видео своими лайками и обязательно подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Но перед тем, как мы начнем, хочу поделиться с вами небольшой новостью, касающейся турниров по eFootball. Как вы все знаете, после появления лобби-матчей на всех актуальных платформах, одним за другим начали появляться новые турниры. И турнир, о котором я расскажу сейчас, не исключение. В частности, турнир от моих приятелей из команды PS Makers, который будет проходить в 3 этапа. У вас будет возможность в лишний раз опробовать свои силы в eFootball, поиграть как 1 на 1, так и 2 против 2. По итогу вы сможете заработать небольшую сумму, либо и вовсе попасть в команду PS Makers, которая участвует в турнирах по eFootball. Вся подробная информация по ссылке в описании, также в закрепленном комментарии. Переходите, участвуйте и выигрывайте. Итак, начнем мы перечень будущего контента с контента, который более-менее подтвержден, о котором я могу говорить относительно уверенно. И, конечно же, это карточки. Вот о чем, но о карточках самые уверенные слухи. Как бы это ни было печально, но что имеем, то имеем. На данный момент мы ожидаем в eFootball 2 новые карточки. А если быть точным, то карточки из серии GOAT, Greatest All the Time, а также карточки команды года. Подтверждением первого типа карточек выступили изображения Лео Месси, которые были замечены в файлах игры после обновления. Если вы следите за нашей группой ВКонтакте или телеграм-каналом, ссылки на который в описании, то вы знаете, что в игре появилось просто множество изображений Месси для будущих карточек. И согласно многочисленным слухам, они будут относиться к серии GOAT, то есть Greatest All the Time. Будет выбираться какой-то конкретный матч, в котором игрок себя неплохо проявил, и будет посвящена конкретная карточка. Отличительной особенностью этих карточек будет тот факт, что их скиллы будут повышаться не только за счет прокачки, но и соответствия подобранного состава под конкретного игрока, выбранный логотип и форма команды и так далее. Если я не ошибаюсь, и об этом же говорят слухи, вроде как подобное было в предыдущих частях PES, в частности в 20 и 21. Однако я в MyClub не играл, поэтому с уверенностью говорить не могу. Если я ошибаюсь где-то вот в этом моменте, то вы можете поправить меня в комментариях. Ну и мини-подтвержденные карточки, которые подтверждены самими каналами в одном из многочисленных трейлеров, который был посвящен Dream Team, нас также ожидают карточки команды года. Это было вполне очевидно, и информации об этих карточках немного, лишь же светился предположительный дизайн. Да, конечно, на этом скриншоте его разобрать достаточно трудно, но что-то да есть. В обзоре, который был посвящен недавнейшему обновлению, я рассказывал, что в файлах игры были обнаружены файлы будущего магазина, в котором вроде как ожидаются комплекты форм для вашей команды Dream Team. Об этой находке я как упомянул в ролике, так и подверг ее сомнению, потому что возможен банальный фактор недопонимания, но судя по всему, недопонимания нет, и вполне возможно, что уже в будущих обновлениях и апдейтах мы все-таки получим эту вкладку, потому что, как оказалось по итогу, опять же, недопонимание не произошло, а просто мы не получили этот контент вовремя. Поэтому лично у меня сомнения и закрались. Однако автор находки все еще продолжает настаивать на своем, и поэтому вполне возможно, что мы все-таки получим магазин с обновленными комплектами форм для ваших составов Dream Team. Напомню, что не так давно во вкладке вашей команды, где вы можете посмотреть карточки тренеров, появилась вкладка с формами, где вы можете выбрать дополнительные комплекты форм. Именно же в этой вкладке можно выбрать дополнительные комплекты, которые были представлены в премиум-паках, например, в премиум-паке Манчестер Юнайтеда и Бавария, поскольку именно там давались ретро-комплекты клубов. Ну и также в паке Милана, в котором давали 4-ю форму с необычной расцветкой. И предполагается, что в этом самом магазинчике будет что-то подобное, и вы сможете покупать какие-то особенные комплекты за eFootball Points, помимо соответствующих игроков за эту валюту. Однако я более чем уверен, в комментариях будет тонна возмущений на тему, но это же онлайн-контент. Что же там касаемо офлайна, когда же это чертова мастер-лига? Потому что под каждым вторым роликом я встречаю подобные комментарии. Повторюсь в очередной раз, мастер-лига будет в 2023 году, офлайн режимы будут максимум в конце года и также в 2023 году, ни раньше, ни позже. Соответственно, в конце октября мы ничего не получим, скорее всего, как и в начале ноября и в середине ноября. Потому что, опять же, скорее всего, ноябрьское обновление
обновление будет содержать именно онлайн-контент, обновление паков, форм и так далее. Но не стоит забывать про слова Ренана Гальвани, который еще летом говорил, что ноябрьское обновление будет одним из глобальнейших, и вместе с ним будет обновление игрового процесса. Насколько глобальным оно будет, и будет ли оно настолько же менять игровой процесс, как в апреле, нам неизвестно, но вполне может быть. А поэтому есть вероятность того, что уже в ближайшее время игрокам в eFootball придется перестраиваться при игре в этот проект, потому что геймплей вновь могут перелопатить, изменить какие-то элементы баланса или еще чего-нибудь, из-за чего восприятие этого игрового процесса, соответственно, изменится. По предыдущему пункту вы уже заметили мою достаточно неуверенную риторику, потому что касаемо игрового процесса вроде и были слухи, но опять же не знаешь, чего ожидать. Последний пункт в этом ролике — это лишь моя субъективщина, о которой я уже додумался самостоятельно и которая не имеет никакого подкрепления, кроме как моих домыслов. А в частности, обновление графической составляющей, потому что после недавнейшего обновления до версии 2.1.0 немного, но все же она изменилась. А в частности, это сама графическая составляющая. Потому что ночное освещение на стадионах все же, но изменилось. Слава богу, я заметил это не один, и поэтому вполне возможно, что в будущих обновлениях мы получим что-нибудь в этом же стиле. И снова же, возможно, не глобальное обновление графики, то есть не какой-то там Next Gen, но все же какие-то шаги по отношению к нему, но все-таки будут предприниматься. А насколько они будут заметны и насколько сильно они что-либо изменят, это вопрос уже другой. Итак, это было все, что касаемо я хотел сказать будущего контента в eFootball 2023. Что-то похожее мы ожидаем в ближайшее время. Сразу скажу, что в сети нет какой-либо информации, когда стоит ожидать тот или иной апдейт, конкретное число. Оно, к сожалению, отсутствует. Поэтому продолжаем держать руку на пульсе новостей. И если что, я сразу дам знать в моей группе ВКонтакте и в Телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь, ссылка в описании. Ну а на сегодня у меня все. Я всех благодарю за просмотр этого ролика. В комментариях буду ждать ваше мнение. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если вы здесь впервые. Всем удачи и до скорых встреч!